На длинной дистанции важно лишь мастерство. Все, язык заплетается. Широкое распространение среди русскоязычной аудитории покер получил в 2000-х годах. Сначала игра активно продвигалась в офлайне, затем стала востребована в интернете. Если ранее в нее можно было играть беспрепятственно в любых форматах, то сегодня действует ряд ограничений на законодательном уровне. В этом видео все, что нужно знать о покерном законодательстве РФ. Вы на канале Poker.ru, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео на канале. Поехали! Во всем мире проводятся турниры по покеру. Опытным игрокам понятно, что успех в игре строится совсем не на удаче, а на знании теории, умении считать, внимательности к оппонентам, самоконтроле, упорстве. Случайность может сильно повлиять на результат только в короткой серии игр. На длинной дистанции важно лишь мастерство. Покер как дисциплина относится ближе к спортивному соревнованию, игре в шахматы, а совсем не к рулетке. Тем не менее, в России покер считается азартной игрой. Играть на деньги можно только в игорных зонах. За самостоятельную организацию игр предусмотрена уголовная и административная ответственность. По федеральному закону 430 ответственность наступает даже в случае, если подпольное казино не берет рейк. Но ответственность по этой статье может наступить только для юридических лиц, не для граждан. Популярная карточная игра Дикого Запада не всегда носила статус, запрещенной в России. После распада Советского Союза по всей стране начали открываться игорные заведения. В них пользовались популярностью не только автоматы, но и столы с покером. Тогда государственного запрета не было. В 2001 году в России официально открылась первая покерная школа. Ее основал Дмитрий Лесной, профессиональный игрок и автор книг, обучающих покеру. На сайте Poker.ru опубликованы две части интервью с легендарным покеристом. Ссылки на них вы найдете в описании под видео. В 2006 в России появилась Федерация спортивного покера. Под ее эгидой прошло огромное количество локальных и региональных турниров. Для некоторых игроков участие в них стало своеобразным трамплином к профессиональной покерной карьере. Так, в 2008 году Иван Демидов занял второе место в Main Event PSOP. В течение нескольких лет представлял Room Poker Stars. Его успех вызвал настоящий покерный бум в России. В результате увлечение игрой захлестнуло страну. Покер приравнивался к спортивной дисциплине. Но в июле 2009 года правительство страны включило его в список азартных игр. Это привело к закрытию Федерации спортивного покера. Все запланированные живые турниры были отменены. Не менее актуальная тема – покер в формате онлайн. Вопрос его легализации затрагивался в правительстве неоднократно. Многие ожидали, что действующее законодательство будет смягчено и работу онлайн-комнат легализуют, как в случае с букмекерскими конторами. Но этого так и не произошло. По-прежнему действует запрет на организацию и проведение покерных игр в телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Из-за действующего законодательства в РФ нет легальных покерных сайтов. Все принимающие российских игроков площадки работают по международным лицензиям, выданным регуляторами Мальты, Кюрасао, остров Мэн, Великобритании и других юрисдикций. За последние пару лет число доступных румов для игр в РФ сократилось, поэтому россиянам приходится выбирать среди небольшого количества площадок. Самые популярные из них Покердом, Покерок, Джек Покер, Mobile Poker Club. Кстати, у нас на канале есть видео Покерок против Покердом. Какой рум круче? Открывайте в другой вкладке, ставьте на паузу и обязательно посмотрите его потом. Легальный способ играть в покер — делать это в специальных игорных зонах. Сибирская монета в Алтайском крае, Приморье на территории Приморского края, Янтарная на территории Калининградской области, Красная Поляна в Сочи. Там разрешены денежные ставки. Регулярно проводятся турниры по покеру. Подытожим, играть в покер на интерес закон не запрещает, пока нет денежных или имущественных ставок, нет азартной игры. Играть можно и на деньги, если игры проводятся в специальных игорных зонах или в онлайн-покер-румах, обладающих международными лицензиями. А на сегодня все. Остались вопросы? Пишите в комментариях. И, конечно, не забудьте посмотреть на канале другое интересное видео в продолжение темы «Как начать играть в онлайн-покер». Пока-пока.